Евгений. Тема этого эфира — как разобраться в собственном пути. Там ли вы находитесь, то ли вы делаете, тем ли вы занимаетесь, и нужно ли что-то корректировать в своей деятельности, чтобы еще лучше делать то, что у вас лучше всего получается. Вот здесь как раз таки и кроется весь ответ. Чем бы мне заниматься? Часто приходят на прием и спрашивают, то есть, в чем у меня проблема, почему мне энергии не хватает по жизни, почему я просыпаюсь уже уставший или уставшая, почему по ходу своей жизни, то есть в 25 у меня все было нормально, а вот после 25 у меня все разрушилось, или часто после 30 начинают жаловаться на такие состояния, как будто бы энергии нет. Вот как раз ответ, потому что, скорее всего, вы не тем чем-то занимаетесь, я им всегда говорю. Но опять же, в своей диагностике я могу четко распределить основные 3 пункта по жизни, которые могут брать энергии больше, чем давать. Это деятельность, это близкие, то есть это семья, окружение, друзья, люди на работе. То есть не сама работа, а люди на работе. И 3-й пункт — это место жительства. То есть если ты, в принципе, четко определился, где тебе жить, и ты там живешь, и это место, в принципе, дает тебе сил, если ты, в принципе, понимаешь, что люди, которые тебя окружают, твоя семья, твои близкие, друзья твои, они тебе сил дают больше, чем отбирают. Если ты занимаешься тем, что тебе сил, задора, радости привносит больше, чем забирает, то, в принципе, ты уже определился по ходу, чем тебе заниматься, и все у тебя в порядке. Но часто бывает какая-то загвоздка именно в каком-то из этих слоев, она находит отражение в твоей энергии, то есть в твоем задоре, в твоих силах, в твоих ресурсах. Как еще модно говорить, ты в потоке либо не в потоке. Вот эти вот все моменты давайте сейчас чуть-чуть отшлифуем. Вот, кому интересно, большие пальцы вверх, поехали дальше. Что касается деятельности, то есть людям порой свойственно стремиться за другими людьми. То есть в группе или в толпе, или в окружении других единомышленников действовать гораздо легче, потому что у вас однонамеренные есть какие-то цели. Вот, допустим, люди, приходя в какие-либо места скоплений типа концерты, то есть у них однонамеренная есть тема, потому что они хотят получить удовольствие от прослушивания либо просматривания этой группы людей, либо актеров, либо музыкантов и так далее. И они друг друга усиливают вот этим вот таким, скажем, мелкоэгрегориальным намерением. Вот. Что касается с другими областями жизни, происходит то же самое. Вот люди, занимаясь не тем, чем занимаются, чаще идут туда ровно потому, что так думает основной народ. То есть основной народ — это люди, которые видят мир одинаково. Вот. В принципе, это на всех уровнях 90-95% примерно людей, которые видят мир одинаково. Для них и для других людей есть все, в принципе, ясно и понятно, все четко, все категорично и однозначно. То есть, если болит глаз, надо в него что-то закапать. Если у тебя болит живот, надо выпить таблетку. Если у тебя, допустим, болит шея, то надо перестать сидеть под кондиционером. То есть вот эти видения мира четкие, однонаправленные, которые не подвинешь. То есть они же еще называются либо видением мира, либо сборкой мира. То есть так собрался у этого человека его мир, что как бы трава летом зеленая, а снег зимой белый. Но если разобраться в глубине дальше, помимо того, что мы глазами видим, то оттенков у снега может быть миллион, звук снега может быть очень разный, и вот это вот все определяет как раз таки видение мира. Так вот, люди, когда стремятся за другими людьми с такими же видениями мира, они порой забывают про свою индивидуальность. Вот здесь как раз таки и еще один ответ, что нужно понимать, а действительно ли тебе это нужно. Что касается деятельности, то тут вопросы могут стоять в следующем. То есть гнаться за чем-то, что сейчас модно, трендово и прибыльно. То есть продавать что-то прибыльное, допустим, продавать валюту. Да? Одно время прям эти валютные рынки были сильно развиты. А сейчас, допустим, инвестиции, либо продавать криптовалюту. То есть делать из того, что люди сами же придумали, какую-то выгоду.
То есть не использовать какие-то внутренние зачатки и те самые таланты, которые у вас сидят. Потому что если следовать за толпой и думать, что тебе в принципе нужно для жизни и счастья всего лишь основные 3 пункта, то есть это посадить дерево, да, родить ребенка, сына, как у мужчин принято, да, у многих говорить, и построить дом, то для этого тебе больше ничего не нужно, то это общепринятая толпой функция. Что касается деятельности, я должен зарабатывать столько, чтобы никто вокруг меня не работал, и мне этого хватало, чтобы я тоже ничего не делая, очень много денег получал. То есть, опять же, это шаблон общего видения. Но кому-то, опять же, лучше всего заняться спортом, да? Он должен учить других людей, как он должен этим спортом заниматься. Кому-то нужно в кулинарию уйти. И надо это делать ровно потому, что как только ты начнешь заниматься этими вещами, к тебе начнет приходить нужный опыт, и этот опыт будет давать тебе нужный ресурс для того, чтобы ты начал развиваться. Вот банально просто. Почему именно так происходит у людей? Я сейчас разберу на примере любой профессии по телу, по химии, по эмоциям и по энергии. Вот человек, допустим, начинает заниматься кулинарией, он начинает печь торты. И если его исходная настройка такова, что ему именно нужно печь торты, происходит следующее. Задействуются именно нужные участки тела на физике. То есть лицо, шея, грудная клетка, руки, ноги, его поза, его мимика. В нужных именно как раз таки пропорциях, давлениях и времени сокращения все тело начинает правильно работать. То есть, занимаясь именно выпеканием тортов, тело начинает правильно жамкаться, сокращаться, задействуются нужные участки именно физического тела, которые могут крыть в себе как раз таки нужные источники скрытого ресурса. Вот если человек долго не ходит, вся энергия в ногах перестает скапливаться. Она скапливается в участках, которые наиболее активны. Допустим, это руки, голова. Но как только человек начинает ходить, то есть он задействует незадействованные участки своего организма. И все, процесс пошел. То есть те нужные участки в теле срабатывают, сила к нему приходит. Через тело, вот банально через тело. Поэтому ему и рекомендовано займись ты кулинарией, либо как раз таки какими-то смежными профессиями, которые очень идентичны и схожи с деятельностью именно повара-кулинара, допустим. Что касается других профессий, абсолютно то же самое. Кому-то нужно задействовать именно участки тела, которые связаны больше, допустим, с шеей, с головой. Пусть это будут какие-то, не знаю, там, астрономы. Да пусть ты будешь астрономом. Зато ты правильно будешь свое тело распределять, и ресурс в свое тело пойдет. Он пойдет в тебя, и ты сможешь реализовывать весь свой потенциал, который вокруг тебя скрыт и не использован, для того, чтобы потом в этой жизни садаптироваться. То есть тебе и деньги придут, тебе и окружение нужное придет, тебе и связи нужные придут. То есть если у тебя загвоздка в деятельности, нужно просто понять, что у тебя лучше всего получается. И что происходит с тобой, когда ты тем или иным занимаешься. Вот многие сразу начнут говорить, вот, а я люблю спать. Ну окей, тогда найди из этого какую-то пользу, то, что у тебя лучше всего спать получается. Возможно, ты начинаешь сновидеть правильно. То есть научись именно правильно спать. Расположение твоего тела, сроки промежутки сна, то есть утренний сон, ночной сон, обеденный сон. Найди в этом информацию, собери какую-то абстрактную коллекцию своих этих вещей и упакуй их в какой-то порядок, чтобы людям легче было это объяснить. Научись сновидению, то есть научись видеть сны и управлять ими, то есть научись даже вот кто-то любит, я люблю там повыпивать, окей, начинай выпивать в разные варианты, то есть пробуй. В конце концов ты придешь к тому, что ты определишь какую-то четкую градацию для нужного региона, нужного сорта, так скажем, того же алкогольного напитка, чтобы ты в конце концов мог с этим делиться с людьми, вот так вот я скажу. Вот. Поэтому из любой абсолютно профессии, абсолютно из любой, от великих целителей до людей, которые убивают других людей, да, то есть я это не предлагаю никому делать, но есть такие люди, которые созданы для этого. И они делают нужные вещи, они как-то регулируют балансы всех этих систем. Поэтому, если уж ты начал что-то делать, то есть развейся там до максимума. И это нужно по ходу жизни понимать. То есть просто вспомни, что у тебя лучше всего получается. И сразу ответ на ум тебе придет.
Так что вот, это на физике. На химии происходит так, что у тебя организм начинает нужные участки тела задействовать, соответственно, нужная работа происходит именно кровообращение, лимфообращение, межтканевой жидкости и начинает просто-напросто течь в нужном направлении. Срабатывает правильная иммунная система, то есть наш защитник, срабатывает правильная гормональная система. Это наши снайперы, которые умеют бить четко по нужным органам. И все у тебя начинает вдруг получаться. И задор, и радость, и превозносятся даже какие-то новые открытия для тебя. А также происходит так, что ты начинаешь и выздоравливать от ненужных каких-то тебе болезней. Вот почему рекомендуют заниматься спортом. Спорт – это не специфическое открытие как раз-таки для тебя, твоих участков тела. То есть занимаясь там бегом, либо какими-то другими физическими занятиями, физкультурой, ты просто разгоняешь в себе нужные участки тела, которые включаются в работу и начинают открывать какие-то определенные энергоканалы также. То есть помимо физики, помимо крови, лимфы, межтканевой жидкости, застоев, токсинов, все, которое вымывается через организм, также ты включаешь нужные энерготочки. С этими энерготочками можно бесконечно множно ознакомливаться. То есть китайцы дают определенный порядок, аюрведисты дают определенный порядок, мистики дают определенный порядок, эзотерики, шаманы, колдуны. У всех есть какой-то определенный порядок. Вот я с этим порядком пытался разобраться и найти какой-то свой четкий. Но в итоге вышло так, что этого четкого порядка нет. У каждого он очень индивидуален. И для кого-то из 10 человек, для 5 человек какое-то движение магическое, да, допустим, подойдет, а для других 5 оно не подойдет. И нужно пробовать несколько, чтобы понять, а какое для меня нужно всего. Вот так же и в деятельности. То есть, если ты не понял, не разобрался, нужно ли тебе программированием заниматься, либо организацией работы программистов, ты сделай и то, и то. Поэтому время не надо терять. Если у вас есть дети, не теряйте времени, ищите, что у них лучше получается. Если он даже орет громче всех, то попробуйте его в музыку отдать. Может быть, у него слух очень хороший, с голосом есть какие-то развитые элементы, которые лучше дальше развить. Чем быстрее вы начнете обучаться и точиться в какой-то деятельности, чем шире вы потом познание мира будете узнавать. Вот и все. Кто, в принципе, согласен, опять же, большие пальцы не забывайте, чтобы я у вас в ленте появлялся дальше. Также эмоции. То есть эмоция – это кладезь, которая дается нам для того, чтобы мы выражали ее. То есть через эмоции мы ощущаем мир только определенным образом, то есть не всеми способами, какими можно. То есть эмоция – это способ реакции. Поэтому если мы в нужный момент не выражаем эмоции, либо наоборот перевыражаем эмоции, мы либо обворовываем свой организм, перевыражая эмоции, либо мы недовыделяем нужной энергии в нужный участок, если мы не выделяем эмоции. То есть ты скрыл грусть, вот по факту нужно было погрустить по-настоящему, поплакать, но не сделал этого. То есть энергия осталась, не выразилась. Теперь ей надо куда-то приложиться. Если этого слишком много, она начинает слишком много копиться и раздавливать этот промежуток твоего энергетического, физического тела, и ты начинаешь болеть от этого. То же самое и с положительными любыми другими эмоциями, типа радости, счастья, любви. То же самое. Слишком невыраженная любовь в грудную клетку начнет разрывать. А слишком много счастья на лице, это вот как смех без причины, признак дурачины, или кто много смеется, потом будет плакать, из той же серии. Слишком много, когда раздаешь, не смог сбалансировать четко, то получишь отрицательный эффект. Поэтому у нас в обычном повседневном мире достаточно много людей с невыраженными эмоциями. Для этого нужно что им делать? Просто-напросто пересмотреть всю свою жизнь. Есть очень хорошая практика перепросмотра. Вот сейчас я вам очень короткий промежуток дам одной техники, которую желательно вам всем использовать для того, чтобы просто-напросто разобраться и вытащить из своих резервов все нужные необходимые ресурсы. Вы просто вспомните любого абсолютно человека, который сейчас на ум придет. Пусть это будут родственники, с далекого детства друзья, на работе ваши коллеги, просто сейчас имеющиеся друзья, прохожие, на улице кого-то встретили. Вот любой человек, который придет вам в голову. Просто его вспомните.
И если у вас с ним связаны есть какие-то были эмоции, выраженные, невыраженные, вы можете прямо сейчас с помощью одной простой техники дыхания эти все балансы расставить на место. Поэтому нужно просто сделать следующее. Повернуть голову в ту сторону, куда вам удобнее ее повернуть. Это будет либо левая сторона, либо правая сторона. Допустим, повернули вы голову вправо, держите в голове этого человека и ситуацию, либо эмоцию с ним связанную. Неважно какую, она у вас будет индивидуальная. И сделайте глубокий вдох. Держите ситуацию в голове, держите этого человека в голове и сделайте легкое дуновение ветром вашего вдохнувшего воздуха с движением головы в одну сторону, то есть в противоположную. Например, я вправо повернул, держу ситуацию в голове, сделал вдох и выдыхаю, поворачивая голову. Полностью выдохнули. После этого снова накапливайте воздух, то есть вдыхайте движением поворота в противоположную сторону. То есть вдох и выдох. Сделайте таких от 3 и больше дыхательных циклов. Для чего? Для того, чтобы как раз-таки вот этим вот ветром обдуть ту самую вашу ситуацию, чтобы она больше не препятствовала задержке ваших эмоций. То есть ее надо там хотя бы на уровне прошлого в своей голове выдуть. До каких пор дышим? От 3 и больше. До тех пор, пока не почувствуете прям общее расслабление по телу, вот вплоть до охоты поспать. Или легкого головокружения. Это тоже будет признаком того, что нужно заканчивать. Еще раз сделали, повернули голову в нужную сторону, куда вам сейчас удобнее повернуть, где нету никаких физических и чувственных зажатостей. То есть повернули сюда, дискомфортно, повернули сюда, хорошо, здесь мне приятнее. Ситуацию держите в голове, связанную с этим человеком, и этого человека прям можете картинкой в голове. Он-то может прийти запахами, он-то может прийти звуками, это может прийти вкусом, либо тактильным ощущением. То есть этого человека, как говорится, вспомнил, аж передернуло. И такое может быть. Держите, сделали вдох и выдыхаем через рот, обдувая эту ситуацию. Полным поворотом в противоположную сторону. Заканчиваем когда либо легкое головокружение, либо чувство прям полная расслабленность. Делайте это каждый день. Это на обдувание всех ситуаций в вашей жизни может уйти достаточно очень много времени. Поэтому чем больше ярких ситуаций вы вспомните, тем более к мелким вы перейдете. Сначала много энергии будете возвращать из тех ситуаций, потом более мельче. Практика на каждый день. Сколько дней, не говорю, потому что это можно делать всю жизнь практически. У кого-то на это уходит 10 лет, чтобы обдуть все свои ситуации. Поэтому есть время, утром 5-7 минут, обдули все, что вспоминаете. И дальше двигаемся. Высвобождаем эмоциональную энергию, которая дальше даст вам возможность реализоваться в собственной деятельности, которая вам необходима. То есть это эмоциональная подсказка вам, что делать. Она же затрагивает также и энергомомент, про который также сейчас поговорим. То есть энергия, она истинная, так скажем, является светлым участком на органике. Попроще скажу, то есть каждое органическое существо обладает определенным, так скажем, коконом, да, либо сферой, либо кому-то это проще аурой назвать, которая содержит в себе определенную структуру энергии. Так вот, у человека, кто умеет видеть энергоструктуру человека, она достаточно однородная и имеет цвет бело-желто-светлый, вот такого характера. Но бывают вкрапления в энергоструктурах, которые имеют в себе другие цвета. То есть эти цвета могут отличаться не только по спектру, да, цвета, а также по движению света. То есть они могут колебаться, могут вибрировать. Этот цвет может быть не яркий, он может быть тусклый, либо чересчур яркий.
Так вот, как поработать со своей энергооболочкой? То есть тут вариантов несколько могу предложить, но самый простой это медитации. Кстати, вот сейчас в подсказочках у вас также выйдет одна из медитаций, и либо в ссылке в описании я найду очищение тонких тел. Я вам оставлю. То есть я специально ее писал для тех, кто хочет просто со своей энергией четко поработать, чтобы все неровности, шероховатости, все вибрации, ненужные колебания, вплоть до подсадки неорганических существ, которые в принципе энергопаразитируют у нас регулярно. Но надо просто убрать их, чтобы они из вас не сосали лишней энергии. И таким образом вы упакуете свою энергооболочку для того, чтобы вы дальше могли развиваться, двигаться и в своей деятельности себя реализовывать. Давайте еще раз. Физика. Это физические любые какие-то упражнения и задания, которые чаще всего вам вспоминались как удобные. То есть, когда я, допустим, копал картошку, мне было очень приятно, потому что именно эта механика движений задействовала именно определенные части ваших мышц, и у вас все было достаточно неплохо, хорошо и приятно. Это раз. Второе. Если вы другой деятельностью занимаетесь, то есть, допустим, та же, возможно, но очень редко такое встречается, сидячая работа за компом, что именно эта позиция движения пальцев реализует в вас нужные потоки энергии. Хотя сидячка, в принципе, редко является каким-то таким большим приоритетным рабочим элементом. Ну, потому что человек, в принципе, заточен на движение. И вспоминайте, какие из видов деятельности вам именно доставляли удовольствие физическое, комфорт именно эмоциональный был, энергетический и физический, то есть химический точнее, то есть не было проблем с прыщами на лице, не было проблем с гормонами, не было проблем с энергией высыпания, там, со стулом и так далее. То есть вспомните ту деятельность, которая вам комфортно ее создавала. И как только вы почувствуете этот комфорт, вы сразу пойдете к тому, чтобы сохранить это. То есть не каждый сейчас может понять, что ему действительно нужно заниматься, допустим, лечением людей или слежением за порядком на улице, то есть либо обучением кого-то. То есть я назвал 3 профессии, да, государственные: это врачи, милиционеры и учителя. Но как раз таки, когда ты в нужном порядке все это делаешь, то ты сможешь и в конце концов развить себя и эмоционально, и энергетически, и даже монетизировать все свои нужные элементы, чтобы как бы показать, как это все работает для себя же самого и не только. Вот. Так, сейчас я с чатом чуть разберусь. Поэтому для вас желательно пробовать и вспоминать все эти вещи. Если вам тяжело это сделать, то попробуйте технику, которую я показал, перепросмотра. То есть вспоминайте людей, любых, которые первые в голову придут, потому что так или иначе со всеми людьми у нас были те или иные эмоции либо ощущения. И вспоминайте ситуации, которые, возможно, как раз-таки закрались в вас и задерживают энергию, чтобы она как бы не вышла у вас в тело. Делаем технику перепросмотра с помощью дыхания и поворота головы. Высвобождаем весь тот ресурс, который у вас есть. На это может у вас уйти несколько минут, а на перепросмотр всех ситуаций достаточно долгое время. Поэтому не торопитесь никуда. В день по одной ситуации, по одному человеку можете отрабатывать. Потом, когда втянетесь, вам так понравится, что будете на это время и больше уделять. И эта энергия в тело пойдет. Она пойдет в тело, реализует вашу деятельность, и тогда вы уже точно остановитесь именно на этой деятельности, потому что она начнет вам приносить все. То есть она будет приносить вам физический комфорт, химический комфорт, эмоциональный комфорт, комфорт энергетический. У вас с жизнью в этом мире проблем уже меньше будет, близкие, нужные появятся. Многие из людей отпочкуются, то есть просто отойдут от вас, просто потому что вы уже не в резонансе с ними будете. И вопрос с местом жительства вы тут же начнете сами свои решать. То есть 3 основные пункта ежедневных, так скажем, столкновений: это работа, место жительства и семья, то есть близкие. Это все у вас быстренько упакуется, ровно потому, что вы начнете светиться как надо. Вот. Для этого еще вам медитация в помощь, которая есть у меня, очищение тонких тел, она будет также в описании и также будет еще в подсказках. Вот. И теперь давайте с чатиком. Только чатик что-то у меня дребезжит почему-то. Хочет изменить направление, то есть... Евгений, подскажите, почему дуется именно в определенном направлении, а когда хочешь изменить направление,
становится некомфортно. Тогда остановитесь там. То есть, если ты вдохнул, туда же начинаешь выдувать. Делайте сначала короткие движения до ощущения дискомфорта. То есть сначала этот у тебя спектр будет, потом этот спектр будет дыхания, потом этот спектр дыхания до тех пор, пока вы не продуете все. То есть так можно попробовать поработать. Несколько раз замечал, что дуется, происходит, то есть случается. Да, такое может быть. В принципе, вот. Коротко, если вы начнете это выполнять или если что-то непонятно, вопросы в комментариях. Напишите обязательно. И если это было полезно, большие пальцы вверх. Кому вдруг нужно решать вопросы с этим моментом, то не стесняйтесь, можете скидывать мои видео, либо это видео прям отправляйте. Если кто-то хочет на прием либо офлайн, либо онлайн, у меня ссылка для записи в описании будет. Поэтому рад был с вами делиться этой информацией. Пользуйтесь.